Жаркие пустыни – одно из самых недружелюбных мест на планете. Здесь опасность представляет не только раскаленный песок и отсутствие воды. Ведь эти края облюбовали одни из самых искусных мастеров маскировки. Они способны быстро перемещаться, становиться абсолютно невидимыми и устраивать настоящие засады, обманом завлекая жертву в смертельную ловушку. Привет, друзья! Вы на канале «Время с пользой», и сегодня мы познакомимся с коварными пустынными гадюками. Переходим к делу. Рогатая гадюка – типичный обитатель пустыни Сахары и засушливых земель Аравийского полуострова. При относительно скромных размерах у нее довольно толстое тело, а над глазами возвышаются вертикальные чешуйки, напоминающие рога. Эта змея идеально приспособилась к жизни в раскаленной пустыне. Здесь не просто найти добычу, но местные пресмыкающиеся овладели особым методом перемещения. Это так называемый боковой ход. Передняя и задняя части тела по очереди перебрасываются по направлению к цели. Двигаясь боком, змея словно шагает, попеременно меняя точку опоры. Такой способ использует большинство обитающих в пустыне гадюк, что помогает взбираться даже по крутым песчаным холмам. А также за счет минимального контакта с поверхностью защищает змею от перегрева. Маскировочная окраска делает рептилию незаметной на фоне песка. Но такой скрытности недостаточно для успешной охоты. Поэтому, используя пилообразно расположенные чешуйки и вибрацию собственного тела, она буквально за несколько секунд целиком скрывается под землей, оставляя на поверхности лишь глаза, чтобы следить за обстановкой. В этой ситуации рога защищают их от попадания песка. Теперь любой недостаточно осторожный прохожий может стать жертвой молниеносной атаки. Например, этот геккон. Сцинк также является желанной добычей. Однако без должной маскировки появление змеи не становится для него сюрпризом. Эту ящерицу не так просто поймать, ведь в ее арсенале есть не менее действенный трюк. Обычно под землей змея лишь пережидает жаркий день, а на охоту отправляется с наступлением темноты. Помимо ящериц, ее добычей становятся грызуны и даже птицы. Раздвоенный язык помогает проложить дорогу в сторону жертвы. Затаившись, хищница выжидает, пока песчанка подойдет ближе, и в подходящий момент наносит сокрушительный удар. Гадюка не сразу переходит к трапезе, а дожидается, пока цель перестанет подавать признаки жизни. У рогатой гадюки довольно мощный яд, состоящий из 12 токсинов. Ее укус смертельно опасен даже для человека, поэтому мелкий грызун погибает менее чем за 2 минуты. Наконец, змея целиком проглатывает добычу, и на это может уйти более получаса. Но не все животные становятся легкой добычей. Этот крупный сцинк довольно агрессивен, поэтому действовать нужно быстро. Планы змеи нарушены контратакой. Довольно болезненный укус может повернуть ход сражения. Но гадюка уже впрыснула яд, поэтому ей остается лишь терпеливо ждать, пока противник не разожмет челюсти. После такой схватки аппетит змеи явно поубавился. Кстати, местные ящерицы также хорошо приспособлены к путешествиям по раскаленному песку. Они попеременно охлаждают ступни, поднимая их над землей, а после короткого отдыха продолжают поиски добычи. Но когда жара становится невыносимой, ящерица показывает фокус с исчезновением. Южнее, в африканской пустыне Намиб, обитает одна из самых маленьких гадюк в мире – карликовая африканская гадюка,
При длине чуть более 20 сантиметров она способна перемещаться с невероятной скоростью. Но даже используя боковой ход, шансы настигнуть прыткую ящерицу крайне малы. Поэтому гадюка устраивается поближе к траве, где другие пресмыкающиеся ищут пропитание. Малейшее дуновение ветра полностью скрывает следы присутствия хищницы, а видимая часть головы идеально сливается с окружением. Поэтому ящерицы до последнего не подозревают о ее присутствии. Увлеченный поиском жуков, добытчик сам становится жертвой. Кроме того, чтобы уменьшить ожидания, свою скрытность змея дополняет необычной приманкой в виде собственного кончика хвоста. Имитируя движение аппетитного червяка, хищница терпеливо ждет, пока очередной охотник на насекомых не заметит наживку. Лопатоносая ящерица уже предвкушает легкую добычу, но молниеносная атака из ниоткуда срывает все ее планы. Яд змеи довольно слабый и не сразу парализует жертву, но гадюка крепко сжимает челюсти, поэтому из ловушки уже нет выхода. Добыча в пустыне утоляет не только голод, но и становится источником драгоценной воды. Может показаться, что рептилия не торопится с поглощением ящерицы, но на самом деле она как можно скорее заглатывает добычу, ведь в это время гадюка становится особенно уязвимой, а в пустыне такое непозволительно. Наконец, после сытной трапезы змея вновь скрывается под песком и несколько дней терпеливо переваривает свой обед. Несмотря на маскировку, успех зависит от тысячных долей секунды, и даже малейшее промедление грозит моментальным исчезновением добычи. Что же заставило пустынных гадюк выбрать столь недружелюбные места обитания? На самом деле, в пустыне им вовсе неплохо. Учитывая хладнокровие, на жаре им проще поддерживать температуру тела. Кроме того, на фоне однородного песка их маскировка максимально эффективна, что помогает не только охотиться, но и скрываться от хищников. И, наконец, здесь минимальные контакты с человеком, поэтому о благополучии пустынных змей можно не беспокоиться. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!